Доброго вечера, утра, дня или ночи, дорогие зрители! С вами Буки, и настало время для теории по Хазбин-отелю. Но перед этим хочу объявить вам о завершении конкурса зимнего аватара моего канала. В моей группе проходило голосование, соответственно вашим голосам победила Екатерина Сердюкова. Давайте ее поздравим. Другие арты Катерины вы сможете увидеть в ее группе. Советую заглянуть вам туда, ссылочку я оставлю в описании. Ну а я теперь стала говорящей головой без тела. Буду летать по экрану и пугать вас. Ладно, шучу. А может, не шучу. Говоря о теме видео. Окей, я в курсе, что мультсериал еще даже не вышел, и что на руках у нас есть только несколько отрывков из серии и трейлер. Да, пока что ничего не понятно, но я теоретик, и я хочу заниматься тем, чем занимаюсь. Даже если то, что я вам рассказываю в этом видео, абсолютно не соответствует истине, по крайней мере, вам может быть интересно послушать мои мысли. К тому же они подкреплены некоторыми фактами. Без лишних слов давайте приступим. Видео это будет посвящено принцессе Ада, Шарлотте или Чарли, как она именует себя. Как я уже упоминала в своем обзоре по отелю Хазбин, если вы его не смотрели, то я вам очень советую это сделать. Я не верю, что Чарли действительно родилась в аду, на то есть несколько причин, и мы изучим их по порядку. Сначала самое очевидное. На карточке с информацией про персонажа слова «родилась в аду» не напечатаны, а написаны самой Чарли. Если информация правдива, то почему она не напечатана? А если она настолько очевидна, что ее не напечатали, то зачем ее дописывать? Словом, выглядит очень странно. К тому же писала это именно Чарли, то есть она лично хотела заострить на этом внимание. Дальше по списку портреты в отеле. В том же видео с обзором я умолчала о них ради сохранения интриги, и это было моей ошибкой. Вы написали очень много комментариев, где обращали мое внимание на них. Спасибо, я их прочитала и согласна с вами, портреты очень важны. По ним можно понять, что отель некогда был домом Чарли, буквально повсюду развешаны семейные портреты, но к ним мы вернемся позже. Сейчас хочу заострить ваше внимание на символике яблок, которые встречаются чуть ли не в каждом кадре. Именно с помощью яблока сатана, отец Чарли, некогда соблазнил Еву. Она попробовала запретный плод, подсадила на него Адама, в результате они влезли в плохую компанию, и род человеческий выгнали из Эдема, и вот мы уже 1000 лет творим на земле не знамо что. Но это так, к слову. Наличие яблок как знака сатаны укрепляет мнение о том, что когда-то Чарли жила тут со своей семьей. И теперь давайте рассмотрим картины более подробно. Тут есть на что посмотреть. Первое и самое важное – семейный портрет, висящий над камином. Здесь можно увидеть всю семью Магне. Кстати, да, фамилия Чарли Магне. В английском языке это образовывает забавный каламбур. Ее полное имя звучит как Чарли Магне, что в английском языке созвучно с Карл Великий. Может быть, это намек на ее завоевательный характер? На ней мы видим самого сатану, мать Чарли Лилит, объясню позже про нее, и, соответственно, саму Шарлотту. Сатана широко улыбается, Лилит тоже довольна, а вот Чарли явно пытается выдавить из себя улыбку. Из этого можно заключить, что она чем-то расстроена, но не хочет подавать виду при родных. Также происходит и на этом фото, где Чарли изображена уже только с матерью. Вообще, мне кажется, что Лилит недолюбливает свою дочь. Почему я так решила? На некоторых их совместных изображениях Лилит выглядит раздраженной, глядя на свою дочку Чарли. К примеру, здесь, где она с явным неудовлетворением смотрит на Чарли. И, кстати говоря, о Лилит, я смею предположить, что она в аду работает моделью. Есть пара ее фото, которые словно вырезаны из обложек глянцевых журналов, потому что на обычных фотографиях вряд ли бы присутствовали надписи. Кто же такая Лилит? Я имею в виду по мифологии. Лилит – это первая женщина, появившаяся еще до Евы и воспротивившаяся воле Бога, за что она была наказана и стала страшной демоницей, имя которой встречается во множестве преданий и сакральных учений. Она считается в первую очередь сущностью, которая всячески вредит деторождению, проклинает, похищает, убивает или подменяет младенцев и издевается над роженицами. Согласно каббалистической и некоторым ответвлениям иудейской традиции, Люцифер и Лилит являются супругами, ну что, собственно, мы и видим в этом мультике. Считается, что Лилит боится красного цвета, и вот это, кстати, может быть и совпадением, но вспомните, какого цвета пиджак у Шарлотты. Уж не затем лишь, чтобы отпугивать мать. И еще одна маленькая деталь про Лилит. Судя по всему, она хорошо поет, и красивый голос передался Шарлотте именно от матери. Теперь, собственно, пришло время для продолжения первой теории о том, что Чарли не из ада. Она довольно проста. По моему мнению, Лилит выкрала Чарли, когда та была еще младенцем. Лилит, как я уже сказала ранее, известна тем, что похищает детей. Мы помним, умершие люди, переродившиеся в демонов, не стареют. Однако Чарли точно выросла в аду и стала из ребенка взрослым существом. Других детей нам не показывали, да и сомневаюсь я, что в аду с его перенаселением мертвые души способны к деторождению. Теория сама по себе, конечно, хлипкая, ибо ее можно уничтожить одним вопросом. Но почему она так похожа на Лилит и
сатану. Что же, я могу предположить, что Лилит и сатана дали ей частичку демонической силы или другой магии, которая обратила душу Чарли в демона. Возможно, что Лилит украла не самого младенца, а именно его душу, которая по всем правилам должна была отправиться в рай, ибо она была чиста и незапятнана. Ну, а может, Чарли действительно их ребенок. Во всяком случае, возможность того, что Чарли человек, быть может даже ангел, существует. Вторая теория. Почему Чарли на мели и создала отель в таком заброшенном доме, который явно находится в не самом лучшем состоянии? Мне кажется, что Чарли в ссоре со своими родителями. Тут два варианта. Либо они не общаются с ними уже давно, либо они разошлись во мнениях относительно счастливого отеля. О том, что отелю не хватает финансирования, свидетельствует пустой сейф, покрытый паутиной. Мне кажется, что в прошлом у Чарли с родителями произошла крупная ссора, ну или по крайней мере с одним из родителей. Это скорее всего связано с ее желанием сделать ад лучше и более раеподобным, скажем так. Но у меня есть еще одна мысль, которая тоже не подтверждена еще ничем, но сама по себе довольно интересна, и мне хочется ее вам рассказать. Будет очень забавно, если в итоге она окажется правдой. Вернемся к картинам. Вот тут мы видим изображение семьи Чарли и какой-то другой семьи, кожа которых серого цвета. Их довольно много, и на их лицах сияют улыбки. Как мне кажется, это товарищ нашего правителя ада, или по крайней мере какой-то высокопоставленный демон. Я голову сломала, пытаясь понять, кто это, но не нашла подходящего демона, который в мифологии был бы другом сатаны. Может быть, это какой-нибудь Азазель или там Вельзевул со своей семьей, не знаю. Если есть среди моих зрителей искушенные демонологи, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы думаете, кто это. Суть в чем? Я заметила демона мужского пола и вроде бы по виду такого довольно молодого, который мелькает аж на двух картинах. И на первом он стоит рядом со своей серокожей семьей, а вот на второй он обнимает Шарлотту, которая еще носит платье, то есть это свидетельствует о том, что это было сделано довольно давно. Как мне кажется, этот демон мог бы быть кем-то на вроде жениха Шарлотты, которого ей навязывали родители. Сама Шарлотта воспротивилась их решению и категорически отказала. Из-за этого произошел семейный конфликт, может быть, она даже ушла из дома, кто знает. И будет очень интересно, если этот предполагаемый жених появится в следующих сериях отеля. Что вы об этом думаете? Какие у вас есть предположения относительно тайны личности и прошлого Шарлотты? Может быть, никакой тайны нету и она обычный демон? Пишите в комментариях, буду рада вас послушать. Я благодарю вас за просмотр и надеюсь, что это видео вам понравилось. Я буду очень рада, если вы подпишетесь на канал и поставите лайк под этим видео. Тогда я буду знать, что мой труд вам по душе. Stay tuned, folks.